Здравствуйте, друзья! Секретные изобретения Третьего рейха. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. 20 ноября 1945 года в 10 часов утра в небольшом германском городе Нюрнберг открылся международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников. На скамье подсудимых оказалась почти вся правящая верхушка Третьего рейха, высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные банкиры и промышленники. Но мало кто знает, что среди них загадочным образом не оказалось главного преступного гения гитлеровской империи Ганса Каммлера. Он считался одним из самых могущественных чиновников Третьего рейха. Ганс Каммлер по плану фюрера должен был мощным ударом уничтожить все города и страны, отказавшиеся покориться. В протоколах допроса главных немецких преступников на Нюрнбергском процессе почему-то нет ни одного упоминания про обергруппенфюрера СС Ганса Каммлера. А ведь между тем он входил в ближайшее окружение фюрера и курировал важнейшие научные и военные проекты. В конце войны Каммлер фактически стал вторым по влиянию человеком в Третьем рейхе, опередив даже своего непосредственного начальника Генриха Гиммлера. Кто же постарался, чтобы имя руководителя секретными системами вооружения было предано забвению? И почему в мае 45-го исчез не только сам Каммлер, но и все документы, связанные с суперсекретными разработками нацистов? Не секрет, что американцы закрывали глаза на преступления нацистов, если использовалась их выгода. За несколько месяцев до окончания войны фюрер продолжает надеяться, что для него еще не все потеряно. Он требует от ученых ускорить работы по созданию секретного оружия. Фюрер уверен, как только оно будет готово, можно будет стереть с лица земли Москву, Лондон и Вашингтон вместе взятые. 3 апреля 1945 года он в очередной раз встречается с Гансом Каммлером, который на тот момент возглавляет спецштаб по созданию высокотехнологичных военных разработок. Обергруппенфюрер подтверждает, что над созданием чудо-оружия ученые трудятся круглосуточно и со дня на день завершат работу. Фюреру нравится уверенность Каммлера. Он верит в то, что этот преданный эсэсовец сможет в решающий час дать рейху чудо-оружие. В тот же день фюрер передает Каммлеру все руководство секретными системами вооружения Третьего рейха. Совершенно неожиданно для всей нацистской верхушки, этот 43-летний немец арийской внешности в конце войны обретает невиданную власть. У него больше нет других начальников, кроме самого фюрера. Но в конце войны в бешенстве был прежде всего сам фюрер. Он вел себя как затравленный зверь. Фюрер больше не доверял своему окружению и на одном из собраний даже ударил генерала Гудериана. Свои последние надежды он возлагал лишь на Ганса Каммлера и его чудо-оружие. На какие же технологии надеялся в конце войны фюрер? Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет, поскольку немцы одновременно вели сразу несколько сверхсекретных разработок. Хорошо известно об их работе над созданием первых в истории человечества баллистических ракет Фау-2, первых межконтинентальных ракет А-9, а также ядерной бомбы. Но были у Третьего рейха и другие разрушительные военные технологии. Проект «Колокол». В 1998 году в руки польского исследователя Игоря Витковского попала стенограмма допроса группенфюрера СС Якоба Шпоренберга. Этот эсэсовец, хорошо знавший Ганса Каммлера, бывал в его личном штабе на территории завода «Шкода». Там, по его словам, Каммлер руководил секретным проектом под названием «Колокол». Немцы на него делали колоссальнейшую ставку. Была ли такая установка? Причем есть даже какие-то фотографии этой установки. Она напоминала форму колокола, гигантского огромного колокола, изготовлена по одним данным из керамики, по другим данным из металла. Внутри колокола находились два свинцовых цилиндра, которые вращались в противоположных направлениях. Цилиндры были заполнены неизвестной жидкостью, называемой ксерум-525. Другое ее название – красная ртуть. Когда колокол находился в рабочем состоянии, он ярко светился и выбрасывал в окружающее пространство некое излучение, которое во время экспериментов привело к смерти нескольких немецких ученых. Производился такой эффект, что в радиусе 200 метров уничтожалось все живое. Причем таким странным образом, что сворачивался гемоглобин, а растения теряли цвет, поскольку исчезал хлорофилл. Каким образом планировалось использовать этот аппарат, до сих пор точно неизвестно.
Выдвигаются фантастические версии, согласно которым колокол был машиной времени, а также позволял путешествовать в другие измерения. Но вероятнее всего немецкие ученые под руководством Каммлера разрабатывали антигравитационный двигатель. Он был необходим для создания принципиально новых летательных аппаратов, которые сейчас принято называть летающими тарелками. Эти тарелки могли бы дать фору любому существовавшему на тот момент военному самолету, обладая способностью быстро преодолевать огромные расстояния и даже выходить в космическое пространство. Доказательством того, что проект «Колокол» совсем не выдумка, историки считают этот железобетонный каркас непонятного назначения, внешне напоминающий британский Стоунхендж. Он был обнаружен как раз на территории немецких подземных заводов в Польше. Есть и еще один любопытный факт в пользу реальности этого проекта. Но самое интересное в том, что этот проект мог быть реализован, мог существовать. Это история о том, что Красная Ртуть могла попасть к нам, исходя из того, что Красная Армия брала какие-то объекты сверхсекретные, которыми занимался Каммлер, и была версия где-то на Западе, что Красная Ртуть попала в нашу страну. Зенитные лазеры. О технологических разработках немцев знали и в СССР, и в США. Уже в ноябре 1944-го американцы создали Комитет промышленно-технической разведки для поиска в Германии технологий, полезных для послевоенной американской экономики. В мае 1945 года американские войска захватили чешский город Пльзень. Главным трофеем военной разведки США там стали архивы одного из исследовательских центров СС. Внимательно изучив добытые документы, американцы были шокированы. Все годы, пока шла Вторая мировая, специалисты Третьего рейха разрабатывали фантастическое по тем временам оружие, настоящее оружие будущего – зенитные лазеры. Это мощный генератор, который выдавал поток энергии, позволявший физически воздействовать на летательные аппараты, на объекты, удаленные на большие расстояния. Примерно то, чем занимался Никола Тесла. Солнечная пушка. Проект солнечной пушки с 200-метровыми зеркалами-отражателями тоже задумка нацистских ученых. Строительство должно было происходить на геостационарной орбите на высоте более 20 тысяч километров над Землей. Выводить супероружие в космос уже тогда планировалось с помощью ракет и обитаемой станции. Для монтажа зеркал даже успели разработать специальные кабели, и в конечном итоге пушка должна была стать гигантской линзой, фокусирующей солнечные лучи. Если бы такое оружие было создано, им можно было сжигать целые города за считанные секунды. Немцы пытались такой луч создать, и в нашей стране такой луч пытались создать, но, к счастью, пока что мощности такого луча едва-едва хватает на то, чтобы прожечь картонную оболочку у условной летящей цели. И все-таки, какое же чудо-оружие имел в виду Каммлер, обещая Гитлеру за месяц до нашей победы изменить ход войны? Какая из секретных разработок на тот момент у немцев была в состоянии наибольшей готовности? Вероятнее всего, никакая. На завершение работ по созданию сверхнового вооружения требовалось немало времени, а его у Третьего рейха уже не было. Обещая фюреру чудо-оружие, Каммлер попросту откровенно лгал. Каммлер, конечно же, был не дурак. Он понял, что война проиграна и надо сейчас найти какой-либо выход, чтобы выжить самому. И есть только одна страна, которая пойдет на сделку – это американцы. За деньги они мать родную продадут. Получив 3 апреля от фюрера руководство над всеми секретными технологиями Рейха, Каммлер, не откладывая, начинает готовиться к встрече с американцами. Он прекрасно осознает, что держит в своих руках настолько ценный товар, что с легкостью сможет обменять его на новую жизнь за океаном. Продавать Каммлер решает в первую очередь немецких ученых. Вот как вспоминает этот день немецкий инженер Вальтер Дорнбергер, работавший после войны в США. 3 апреля Каммлер приказал эвакуировать мой коллектив из 450 давних работников Пенемюнде в нижние предгорья Альп. Мы снялись с места 6 апреля, когда американские танки шли по направлению к нам. Я подозревал, что это могло значить. Неужели нас собирались использовать как заложников в ходе переговоров? Американцы прекрасно понимали, с какой целью они явились под конец войны в Германию. Им нужны были секретные технологии Третьего рейха, о масштабах которых они, вне всякого сомнения, знали. В Германии работала специальная группа, ведущая охоту за нацистскими учеными. Возглавлял ее помощник генерала Эйзенхауэра, агент секретной службы Дональд Ричардсон. Он должен был заполучить все научные секреты нацистов
и прежде всего их главного носителя Ганса Каммлера, зловещую фигуру Третьего рейха. Ганс Каммлер был типичным карьеристом Третьего рейха. Он был молодым инженером, очень успешным, очень стремительным. И он понял, какую возможность ему дает время войны, чтобы достичь личного успеха. Он был очень требовательным, агрессивным, потому что не ценил человеческие жизни. В начале войны Ганс Каммлер работает рядовым архитектором в Министерстве авиации, занимается строительством ангаров и административных зданий. Понимая, что так карьеру не сделаешь, он решает вступить в СС. Там инициативный и исполнительный архитектор довольно быстро попадает в окружение Гиммлера, а вскоре знакомится и с фюрером. Считается, что фюрер впервые обратил внимание на Каммлера, когда увидел созданную им модель модернизированного концлагеря Освенцим. В немецких архивах сохранился чертеж этого проекта с подписью Каммлера. В конце 1941 года этому деятельному карьеристу поручают разработку масштабного пятилетнего плана по организации всех концентрационных лагерей СС. Оружие возмездия Фау-2. В 2014 году внимание всего мира к фигуре Ганса Каммлера привлек польский журналист Игорь Витковский, в чьи руки попали секретные документы. Потом удача улыбнулась и другим исследователям. Сегодня благодаря этим документам можно заполнить существенный пробел в истории Третьего рейха. Август 1943 года. Бомбардировщики королевских ВВС Великобритании наносят мощный бомбовый удар по немецкому ракетному центру в Пенемунде, расположенному на северо-востоке Германии, и останавливают производство новейшего ракетного оружия нацистов. Фюрер требует немедленно эвакуировать важнейший для рейха завод в горы под землю. Он поручает это Каммлеру, который выполняет задание в рекордные сроки, чем поражает фюрера. Уже через 5 месяцев на подземном заводе в Тюрингии начался выпуск оружия возмездия – ракет Фау-2. Завод был развернут в кратчайшие сроки. Более 8000 заключенных работали на его строительстве. Они все это время жили в подземных шахтах в невыносимых условиях. Каждый день работали, там спали, ели, умирали как мухи. С этого момента начинается стремительное восхождение Каммлера по карьерной лестнице. Летом 1944 года министр внутренних дел Германии Генрих Гиммлер назначает его руководителем всех проектов по линии Фау-2. То есть Каммлер не просто курирует производство баллистических ракет, но также занимается их размещением и ведением наступательных действий против Великобритании и Нидерландов. Вечером 8 сентября 1944 года над столицей Великобритании раздался мощный гул, который напомнил многим раскат грома. На Лондон упала немецкая ракета Фау-2, она же первая баллистическая ракета в мире. Ракетной атакой, которая велась из Гааги, руководит лично Каммлер. Несмотря на ужас, который охватил лондонцев, результаты этой бомбардировки были признаны фюрером неудовлетворительными. Многие ракеты не долетели или не взорвались. Фюрер устраивает разнос ученым. Он приказывает арестовать непосредственного разработчика ракеты Вернера фон Брауна. По сравнению с мощными бомбардировками, которые вели союзники по городам Германии, Фау оказались не столь разрушительными. Каммлер пообещал доработать ракеты. Конечно, с Фау-2 начинается очень интересная история, потому что она была в принципе бессмысленным оружием без ядерного заряда. И поэтому мы знаем, что немцы пробовали в одно время разработать какое-нибудь ядерное устройство, которое можно было бы установить на Фау-2, и тогда это было бы оружие, которое могло бы поменять исход войны. Ядерная программа Третьего рейха. Нет никаких сомнений в том, что Ганс Каммлер руководил в Третьем рейхе ядерной программой. Ранее историки могли только предполагать, что это было именно так. Но недавно у них появились неопровержимые доказательства того, что Каммлер имел отношение не только к немецким ядерным бомбам, но и к американской бомбе, упавшей на Хиросиму. Последнее сообщение, переданное Гансом Каммлером из своего офиса в Мюнхене в штаб-квартиру СС в Берлине, адресовано Генриху Гиммлеру 17 апреля 1945 года. В этом послании Каммлер отказывается предоставить своему боссу грузовой самолет. Сообщение было отправлено по телетайпу и, согласно немецкой традиции передачи сообщений, предварялось буквами ГЕС. Это означало, что отправитель письма действительно находился в том самом месте, о котором заявлял. Начиная с 18 апреля 1945 года никаких документально зафиксированных упоминаний о Гансе Каммлере нет.
В немецких архивах о Каммлере крайне мало информации. В первую очередь из-за того, что он был, несомненно, самым засекреченным чиновником Третьего рейха. О масштабах его работы знали только Гитлер и Гиммлер. Кроме того, крайне осторожный Каммлер, прежде чем сдаться американцам, потрудился забрать часть своих архивов с собой. Он собирал их примерно в течение месяца, объезжая самые важные секретные объекты. Каммлер отправляется в Австрию, в Эбензее, где находились на тот момент главные разработки в области межконтинентальных ракет. Оттуда он 4 мая едет в Прагу. Его там видели. Судя по всему, эта поездка связана с тем, что ему нужно было забрать документацию из своего секретного строительного бюро, работавшего под крышей завода «Шкода». Важная деталь – Каммлер вывозил документацию оттуда, где через несколько дней появлялись части Красной армии. Он явно торопился увести из-под носа советских специалистов важную информацию, чтобы передать ее в руки американцев. Впрочем, тут все следы Каммлера обрываются. После Праги его больше никто не видел. А те, кто видел, утверждают, что в начале мая Каммлер умер. На сегодняшний день существует несколько версий смерти Ганса Каммлера. Так, по одной из них Каммлер застрелился, по другой отравился. Есть также мнение, что его застрелил адъютант. А некоторые историки уверены, что Каммлера расстреляли советские солдаты. И, наконец, обергруппенфюрер СС пал в схватке с чехами. Ни одна из этих версий не подтвердилась. Тело Каммлера так и не было найдено. По всей вероятности, он отправился в Америку, которая в то время укрыла множество нацистских преступников. Суд Берлинского района Шарлоттенбург 2 сентября 1948 года признал его умершим. Решение было принято на основании заявления личного водителя Каммлера, который якобы был на его похоронах. Версий его самоубийства их 5, а может быть 6. Они все связаны с тем, чтобы убедить тех, кто будет его искать, что искать его бессмысленно и бесполезно. Он якобы покончил с собой. В конце концов, так же как Вернер фон Браун, он, я думаю, попал в руки американцев, и он им действительно реально пригодился. То, что Каммлер в первых числах мая уже находился у американцев, подтверждают сразу несколько фактов. В первую очередь эпизод, который произошел в самом конце войны. 6 мая 1945 года 16-я танковая дивизия США под командованием генерала Паттона внезапно совершает марш-бросок и занимает город Пльзень, находящийся в зоне советской оккупации. Именно там находился главный исследовательский центр СС Ганса Каммлера, занимавшийся на фабрике «Шкода» разработками чудо-оружия. Ганс Каммлер передал информацию о том, что важная документация по программам оружия возмездия находится там, где располагалось его секретное бюро. Эту документацию он сам уже вывести не мог, а американцы, узнав об этом, возможно, предприняли вот такой захват. Американцы освободили Пльзень 12 мая после решительных протестов со стороны Советского Союза. Можно себе представить, какое огромное количество секретных архивов и образцов секретной техники они вывезли за эту неделю. Итак, с момента окончания Великой Отечественной войны до сих пор никому из исследователей не удалось обнаружить никаких реальных следов Ганса Каммлера. А между тем, в мае 1945 года к американцам попал полковник Вильгельм Фосс, правая рука Каммлера. Казалось бы, показания Фосса могли пролить свет и на деятельность секретной империи Каммлера, и на его послевоенные планы. Но, как недавно заявили в архиве Соединенных Штатов американскому исследователю Тому Агостону, у них нет протоколов допроса Вильгельма Фосса. Куда же они делись? Сразу после войны американцам удалось полностью скрыть всю информацию о Гансе Каммлере. Это кажется невероятным, но они даже смогли сделать так, чтобы о нем ни разу не вспомнили на Нюрнбергском процессе, как будто этого нациста, строившего секретные заводы на костях военнопленных, никогда не было. Если бы советские спецслужбы узнали о том, какую роль он играл в Третьем рейхе, то непременно стали бы его искать. Они бы без труда установили, что Каммлер не погиб в мае 1945-го, и тогда его следы могли привести в США. Американцы не могли этого допустить. Они прекрасно знали, какой бы шум поднялся, если бы нашелся хоть один документ о сделке между этим фашистским генералом, преступником и американскими спецслужбами. Но даже всемогущие американские спецслужбы способны на бюрократическую ошибку, и они ее совершили. Историку Матиасу Улю удалось обнаружить в открытых архивах документ, подтверждающий, что Каммлер после войны был перевезен в США. Вот этот документ американской военной контрразведки.
Обратите внимание на дату – 2 ноября 1945 года. Бригад-генерал Джордж Макдональд просит доставить к себе на допрос Шпеера, Каммлера и Зауэра. Шпеер и Зауэр еще живые, а что там делает третий, Каммлер, который якобы исчезнет и якобы умер? Этот факт говорит о том, что Каммлер был в руках американцев. После войны Каммлер тесно сотрудничал с американцами. Масштаб этого сотрудничества сложно оценить. У исследователей почти не остается сомнений в том, что именно благодаря ему 6 августа 1945 года на Хиросиму упала начиненная ураном ядерная бомба. Каммлер помог американским ученым завершить ее производство, потому что лично принимал участие в испытании такой бомбы в Германии. Несколько лет назад эта книга переполошила всю Европу. В ней немецкий историк Райнер Карлш утверждает, что в конце войны нацисты испытывали атомную бомбу дважды – на острове Рюген в Балтийском море и в немецкой провинции Тюрингии. Но почему тогда в этих местах не обнаружены следы радиоактивного заражения? На этот вопрос физики-ядерщики отвечают. Тогда действительно немцы могли испытывать ядерную бомбу, но это был некий пробный образец. Вот документ советской разведки, который для историков служит главным доказательством того, что немецкие ученые испытывали ядерную бомбу. 3 марта 1945 года. Генералу армии товарищу Антонову. Наш достоверный источник из Германии сообщает, немцы в последнее время произвели 2 взрыва бомбы большой мощности. Взрывы проводились в лесной местности в обстановке строжайшей секретности. Мощи одной взорванной немцами бомбы хватило, чтобы сжечь все в радиусе 600 метров, включая военнопленных, привезенных специально для испытаний. Ученым Третьего Рейха не хватило несколько месяцев, чтобы создать полноценную атомную бомбу. А может, нехватка времени тут ни при чем? Контролирующий секретные разработки нацистов Ганс Каммлер, вероятно, контактировал с американцами уже давно, а значит, по их приказу мог намеренно тормозить работы по созданию всех видов новейшего оружия. Ведь в случае его готовности Гитлер немедленно применил его, в том числе против США. К тому же американцы, которые, как известно, до войны делали масштабные финансовые вливания в Третий Рейх, наверняка считали, что все научные достижения нацистов принадлежат им. Когда в последующем наша разведка активизировалась и стали американские секреты изымать, передавать нашим ученым, то это совершенно законно, потому что они в этом смысле действовали в общем-то неэтично. В конце войны Каммлер передал американцам уран, которого им не доставало для производства своей бомбы. Об этом 4 года назад рассказал в интервью австрийского телевидения сын Дональда Ричардсона, того самого американского агента, искавшего в конце войны встречи с Каммлером. Мой отец привез с собой почти 70 килограммов урана, уран, который, вероятно, хранился в подземных галереях лагеря Гузен в австрийском комплексе, называвшемся Бергкристаль. Урановой бомбы у американцев не было. И вот тут вдруг появляется 70 килограммов урана, и как раз начинка этой урановой бомбы составляет порядка 68 килограмм. То есть большая вероятность того, что была испытана в Японии бомба, состоящая из немецкого урана, который был наработан на предприятиях, контролируемых Каммлером. Искусственные торнадо. Какие еще секретные военные разработки передал Каммлер американцам? Достоверно известно, что американской разведке достались специальные установки для создания искусственных торнадо, своеобразного прототипа современного климатического оружия. Топливо в виде газа загружалось, поджигалось, существовала специальная система вееров внутри лопастей. Эти лопасти вращались особым образом и создавали вихревой поток на выходе. Этот вихревой поток должен был закручиваться как торнадо. Немцам удалось добиться таких результатов, что они смогли поразить деревянный самолет на высоте 150 метров. А максимум, на какую высоту они смогли поднять вихрь, это порядка 300 метров. Кексбургский инцидент. В руки американских ученых попал и сверхсекретный проект «Колокол». Об этом говорит невероятный случай, произошедший в США 9 декабря 1965 года, когда в районе города Кексбург потерпел катастрофу летательный аппарат, по форме напоминавший то ли желудь, то ли колокол. К месту его падения сбежались местные жители и журналисты. Увидели этот колокол, в лесу его нашли, он частично ушел в землю, обладал характерным внешним видом, совершенно без швов, без стыков, цельная из золотистого металла конструкция. Но тут появились военные, причем без знаков различия. Очень быстро отцепили это место, оттеснили журналистов
и потом вывезли этот колокол. В память о неопознанном летательном объекте, упавшем рядом с городом, жители Кексбурга установили памятник. На сегодняшний день это единственное доказательство того, что американцы продолжили испытания созданного нацистами антигравитационного устройства. Но куда же делся Каммлер после того, как передал американцам все секретные технологии? По одной из версий, а она напрашивается в первую очередь, Каммлер вслед за другими нацистами уехал доживать свой век в Южную Америку. Эта редкая фотография сделана после войны в Аргентине, в городе Сан-Карлос-де-Баричолле. На ней вокруг портрета фюрера в окружении фашистской символики позируют сбежавшие от правосудия нацисты. Многие лица засвечены, разобрать, если среди них, например, Ганс Каммлер, не представляется возможным, хотя вряд ли такой человек, как он, мог попасть в объектив фотокамеры. Будем надеяться, что нам удастся узнать, где же в конечном итоге осел этот нацистский преступник, обменявший секретные технологии Рейха на собственную свободу и на что прожил остаток своей жизни. Долгое время исследователи пытались обнаружить след Каммлера в Аргентине или в Чили, но 4 года назад стало известно наверняка, что случилось с этим нацистом после войны. Сын агента ЦРУ Дональда Ричардсона в своем интервью рассказал, что Каммлер умер в американской тюрьме в 1947 году. Заметьте, и это уже вторая его смерть. Якобы он в 1947 году совершил самоубийство, потому что он якобы понял, что у него нет надежд на освобождение. Его держали в страшных условиях тюрьмы. Таким образом, американское правительство пытается создать миф, чтобы обелить свои действия. Но почему Каммлер оказался в тюрьме, в то время как работавшие под его руководством немецкие ученые, такие как Вернер фон Браун, попав в США, оказались в весьма комфортных условиях? Ответ очевиден. Каммлер не был ученым, он не обладал полезными для нужд Америки навыками. Этот нацист нужен был американцам как носители информации о секретном оружии Рейха. Как только они получили от него все необходимые сведения, он оказался для них обузой. Руководители Соединенных Штатов Америки до сих пор продолжают скрывать свою связь с нацистами. Они думают, что истина никогда не всплывет наружу. Между тем, в октябре 2014 года их же журналисты из издания The New York Times опубликовали сенсационные материалы, доказывающие, что ЦРУ после войны завербовало порядка 1000 нацистских преступников для борьбы с Советским Союзом. И более 70 лет американским спецслужбам удавалось скрывать существование одного из самых главных нацистов – Ганса Каммлера, передавшего им секретные военные разработки Третьего Рейха. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.